Приветствую тебя, дружище, на канале Dolphin Play, с тобой Дельфин, и сегодня я хотел бы рассмотреть досье наших охотников, но вначале, смотри, что я нашел. Я проходил с хардовую кампанию и обнаружил, что у меня открылось поднятие специализации с монарха теней до лидеров повстанцев. Монарх теней, лидер повстанцев. А условия сцены специализации. Это глава 8 сложная, боеспособность и 55 уровень. Из наград нам 2 скин дается и еще 2 чего-то. Ну, погнали. Сейчас пройдем ее по-быстреньку, апнем, а потом уже пойдем в сюжеточку. Ой, не в сюжеточку, а в истории наших персов. Ну, вот он с демоном, что ли? Даже увернуться не дал. Валер. Ну, во всяком случае, замораживается, это уже хорошо. Да хотя, блин, она же не сложная должна быть, легкая. Мы же его как-то убивали до этого тоже, без особой сложности. Да и бьет он вроде не сильно больно. Как говорится, убей сам себя, тень злая штука. Все, что ли? А чё? У него жизнь еще дофига было. Ты у нас этого баламута призвал, да? Ну давай грохнем. Погоди, так их тут двое? О, блин. Погоди. Да хорош. Да брось ты. Да ну нет, дай вернуться хочешь. Блин, я еще так и грохну тут. Тихо, не надо. Ребят, потише. Не, по-моему, что я отъеду. Блин, что-то я вот об этом вообще не подумал. Весело. Ладно, давай. Реванш, блин. Так, сейчас мы их запинаем просто поаккуратнее. Будем действовать немножко. Давай, дружище, подходи. Так, начнем сразу. Нас в этот раз хоть мы удар не пропустили. Так, а вот так поддых, постой, отдохни. Ну вот, уже хорошо идет. Тихо. Не оглушил? Ладненько, еще разок. Блин, прям. Так, погоди, а почему он сейчас не оглушился? Я же четко попал под удар на апперкот. Так, теперь их двое. Сейчас нам вот этого Игриса сразу грохнуть вначале, чтобы он нам не мешался. В смысле? Да хорош. Так, вначале надо тебя грохнуть. Да ну... Да ёшкин свет. Что я кнопки не успеваю прожимать? Писец старый стал. Тихо, ребята. Не добейте. Оп, ульта есть. Так. Выживут, не выживут? Не, смотри, как хорошо пошло. Все, уехал. Вы получили 7-й образ. Красиво.
Киберпанковский костюм. Новое пробитие. И вон там слева способность. А что за способность? Но это вроде тоже из сильного пробития. Ну, вот мы и получили последний костюм, последнюю специализацию. Пока в игре больше ничего нету. Рыженький плащик. О, мужик, тебя что, ковид замучил? Нафиг тебе маска-то такая? Ну да, прикольно смотрится. Так, статы наши. 45%. По-моему, больше 50 поднять нельзя. 10 закинуть сюда. Ну, десяточку закинем, побольше критов. Что стало? 45-76. Да, в принципе, нормально. Что, я не прокачал, что ли? Да, в принципе, 45% нам хватит. Давай в силу вкинем. Чё бы... Погоди. Я там добавил, что ли? Ну ладно, погнали дальше. То, что мы хотели до этого... Так, охотники наши, охотники, где вы? Досье наших охотников. То именно те досье, которые мы еще не видели. В прошлый раз я что-то как-то читал мельком, но многие пропустил. Их нельзя все просмотреть вот по такой причине. Для них требовался определенный уровень, поэтому я максимально старался это оттягивать. Но вот, к примеру, этого дядьку мы посмотрим после того, как уже смогу получить 80-й, тогда-то и сделаю. Тем более у нас еще охотники прибавятся. Если же тебе это не интересно, то ты можешь, конечно, закрывать. А если также хочешь послушать, а не самому читать, то оставайся, располагайся поудобнее и поехали. Начнем мы с самого низу. С моего низу. Это у нас Чо Кю Хван. Значит, это у нас дядька из Лиги Охотников. Страна Корея, С-ранг, мужчина, 29 лет, владеет магией света. Охотник-маг, владеет магией света, один из основателей ударного отряда Хван Тансока, готовый исполнить любой приказ. Так, две досьешки. Первая. Мечта о лучшей жизни. Вы когда-нибудь подходили к киоску лотерейных билетов после работы? Кого там только не встретишь. Вот если не приду на следующей неделе на работу, значит выиграл. Шутят разочаровавшиеся в жизни люди, покупая билетики. В наше время все мечтают изменить свою жизнь. И Чо Кю Хван не был исключением. Он смотрел на охотников С-ранга по телевизору и фантазировал о совершенно иной жизни. Конечно, пробуждение не наступает по заказу, тем более пробуждение высокого ранга, ведь это огромное везение. Чо Кю Хван был реалистом, поэтому вместо журавля в небе его устроила бы и синица в руках. Он хотел стать охотником Б-ранга. Ни больше, ни меньше. Увы, даже эта мечта оказалась слишком амбициозной. Досье второе. Приятное зрелище. После пробуждения он стал магом С-ранга. Маги и охотники поддержки встречались реже охотников, специализирующихся на физических атаках. Отточив свое мастерство, он вполне мог бы вступить в крупную гильдию, но в жизни охотников ранг играет решающую роль. Даже вступив в крупную гильдию, он никогда бы не стал успешнее охотников более высокого ранга. Он считал несправедливым, что автоматически теряет доступ к ряду преимуществ только из-за своего ранга, ведь по подземелье ходят охотники всех мастей. Все они рискуют своими жизнями. Если ему так или иначе придется рисковать жизнью, то лучше уж поискать иной способ зарабатывать деньги, чем гоняться за недостижимой целью. Вместо вступления в крупную гильдию он начал искать альтернативные способы заработка. Случайная встреча с Хван Тансоком стала для Кю Хвана шансом абсолютно все изменить. Тансок был гением по части обогащения, а от его методов у Кю Хвана глаза полезли на лоб. А глаза на лоб полезли, в смысле, ему это не понравилось? То есть он шокирован был, что все так плохо, или шокирован был, что все так хорошо? Чо Кю Хван всю жизнь мечтал о такой счастливой случайности, которая бы все перевернула. Он быстро стал первым помощником Хван Тансока, ответственным за приманки. Такое ощущение, что тут вот напрашивается еще третий и четвертый, но почему-то этого нету. Так, ну что ж. Так, следующий.
Хван Тансок. Это у нас танк. Так, состоял в Лиге Охотников. Страна Корея, С ранга. Мужчина, 35, усиление тела. Особое примечание. Глава частного ударного отряда. В рейдах с его участием часто происходили загадочные происшествия. Его младший брат Хва Тонсу, 8-й охотник С ранга в Корее. Интересно, кстати. Я почему-то думал, что он младший, а Тонсу старший. Хотя Тонсу и выглядит помоложе. Так, у него здесь 3 досье. Первое. Корень невезения. Прилично. Хван Тансоку не везло по жизни. Не все несчастные дети становятся злодеями, но Хван Тансок вырос именно таким. История его жизни темная и гнетущая. Когда ему было 15, его родители погибли в автокатастрофе. Вместе с братом Тонсу они остались на попечении бабушки, которая очень любила их, но вскоре умерла от хронической болезни. Братья остались совсем одни. Хуже всего, что водитель, убивший его родителей, избежал наказания. Он даже не попросил прощения за то, что по его вине 2 детей остались без семьи. Как выяснилось позже, бабушка была вынуждена отказаться от лечения, чтобы содержать внуков. Узнав об этом, Тансок отошел от брата и тихонько заплакал так, чтобы тот не заметил. Тогда-то Тансок и осознал истинную причину своих несчастий – бедность. Снова в траурном наряде, стоя в пустом похоронном зале, он ненавидел свою бедность. Все из-за нее. Весь мир был против него. Бедолага. Досье 2. Невинная цель. Как же всем отомстить? Он ступил на преступный путь, тянув за собой своего брата Тонсу. А Тансок был умен. В голове у Тансока постоянно рождались противозаконные планы, которые он притворял в жизнь вместе с Тонсу. Дела потихоньку налаживались, и Тансок нацелился на более масштабные свершения. Он обманывал людей красивыми словами, отбирал до нитки, а после винил их самих. Однако его чрезмерные амбиции не остались безнаказанными. Тансок неоднократно попадал в тюрьму, многие жертвы приходили к нему со слезами ярости, но их душевная боль не волновала его, они сами были виноваты. Слабые, глупые людишки, они стали жертвами из-за своей бедности и бессилия. Тансок ненавидел общество, которое повернулось спиной к нему с братом и не чувствовал угрызения совести, когда начал мародерствовать, чтобы выжить. Но по факту он стал тем, кого ненавидит. По-моему, хуже этого даже не придумать. Досье 3. Цепи зла. Вскоре начали появляться идеальные места преступлений – врата. Он был жесток, но в его жизни не было никого, кто мог вернуть его на путь истинный. Преступный мир очаровывал, и Тансок не мог просто взять и отказаться от него. Когда появились первые врата, Тансок решил, что мир наконец-то стал таким, каким он мечтал. Еще до своего пробуждения он несколько раз попадался на страховых аферах, связанных с фальшивым нападением монстров, а также на проведение незаконных занятий для детей, мечтавших стать пробужденными. Пробудившись, он стал использовать в рейдах ничего не подозревающих охотников в качестве приманки. Он хотел получить максимальную выгоду, но расплата всегда настигает преступника. Он всю жизнь брал у мира. Но кончилось все тем, что его самого забрала в мир иной очередная жертва. Заурядный конец для злодея. Интересная история, конечно. Тансок. Следующий. По-моему, Чхёля мы не читали в прошлый раз, мы его пропустили. Так, Чхоль, это у нас маг огня. Состоял в Лиге Охотников. Кореец, С-ранг, мужчина, 57 лет. Это главное умение магия огня. Особые примечания.
Мастер по кендо, получивший магическую силу, основал районный отряд самообороны после того, как потерял семью во время прорыва подземелья. А досье-то у него прилично, 5 штук. Досье первое. Неумелая работа. Врата низкого ранга встречаются гораздо чаще, чем высокого. Вратами высокого ранга обычно занимаются крупные гильдии, купившие разрешение на вход. В то время как врата относительно низкого ранга отходят лиги охотников. Однако лиге не хватает людей, чтобы справиться со всеми своими вратами. Поэтому время от времени возникают прорывы подземелий. Одни такие врата Д-ранга, открывшиеся в Тихом квартале, не спешили закрывать целую неделю, несмотря на многочисленные протесты местных жителей. К тому же ситуацию усугубило то, что охотники прибыли лишь после прорыва и действовали неслаженно. Представители Лиги Охотников заявили местным жителям, что ситуация под контролем и что те могут вернуться домой. Досье второе. Некуда бежать. Глядя на то, как охотники расправляются с монстрами из врат, жители решили поверить Лиге на слово и разошлись по домам. Среди этих жителей была и семья Чхёля. Ему не понравилось, как люди из Лиги отмахнулись от него, когда он спросил, не нужно ли принять какие-либо меры предосторожности. Впрочем, охотники часто бывали грубоваты, так что он не придал этому значения. Чхёль знал, что из врат Д-ранга появляются относительно слабые монстры и решил, что у Лиги вряд ли возникнут с ними проблемы. Досье третье. Незваный гость. Вернувшись домой, Чхёль решил все же обыскать каждый уголок. Врата все еще были открыты, так что перестраховаться не мешало. Осматривая гостиную, Чхёль услышал крики во дворе. Отринув страх, он схватил свой деревянный меч и выбежал на улицу, как чувствовал. Его жена и дети лежали на траве, а над ними скалились гоблины. Издав яростный крик, Чхёль бросился на врагов. Он надеялся, что ему хватит сил одолеть кучку мелких гоблинов. Он ошибся. Не чувствуя его ударов, гоблины начали атаковать в ответ. Чхёль упал на землю рядом с неподвижным телом своей жены. Ее слабые стоны к тому времени уже давно затихли. Чхёль чувствовал, что ему осталось недолго. В последние секунды, что он оставался в сознании, он мечтал лишь об одном – сжечь все вокруг, чтобы ни один гоблин не ушел живым. Трагичная история. Досье четвертое. Невеселая удача. Гоблины приближались, чтобы прикончить его. Вдруг, словно из ниоткуда, вылетела стрела и вонзилась в голову одного из гоблинов. Тускнеющему взгляду Чхёля открылся силуэт охотницы с арбалетом. И в тот день ему не суждено было умереть. Он потерял сознание, очнулся Чхёль уже в больнице. Это было ужасное чувство. То, что случилось с его семьей, в новостях назвали трагедия с прорывом подземелья. Вскоре после этого охотники и сотрудники Лиги пришли просить прощения у Чхёля. Досье пятое. Что никогда не меняется. Чхёль был в ярости. Почему именно я? Он возненавидел весь мир. Однако пейзаж за окном больницы был мирным. А ни ярость, ни слезы не могли вернуть его семью. Со временем, когда его гнев подутих, Чхёль начал размышлять о причинах своей трагедии. Крупные гильдии готовы были заниматься только вратами высокого ранга, чтобы получать большую прибыль. Большинство охотников, которым нужны были деньги, не желали оставаться в Лиге. Нехватка сотрудников и ресурсов была критичной, а значит, подобное могло повториться в любой момент. Как же изменить положение? Вскоре у Чхёля появился ответ. Как и многие до него, в один судьбоносный день он пробудился. Несмотря на прекрасное владение мечом, он обрел дар заклинателя. Впрочем, он был рад любым способностям, которые помогли бы ему достичь цели. Им заинтересовались многие серьезные гильдии, но он отверг всех их предложения. Вместо этого Чхёль организовал районный патруль из живущих неподалеку охотников. Вместе они скрупулезно зачищали все подземелья, которые им поручала Лига Охотников. Ну, во всяком случае,
Чхёль, в отличие от Танцока, довольно-таки нормальный, порядочный дядя. Хороший тип. Так, Пак Хичин у нас дальше. Так, там сказали арбалетница. Это не вот эта ли подруга вышла к нему навстречу? Так, поехали. Хичин. Заклинатель ветра. Гильдия Белый Тигр. Пак Хичин. Страна Корея. Ранг Б. Женщина, 26 лет. Главное умение — магия ветра. Новая охотница гильдии Белый Тигр. Еще во время стажировки она начала успешно избегать опасностей. Все благодаря выдающимся инстинктам и наблюдательности. Интересно, это ее умение, часть умений, или же это личное развитие? Так, 4 досье. Первое. Интуиция. Погодите-ка. Этот мост вот-вот обрушится. Пак Хичин наблюдала за новыми охотниками, с которыми тренировалась в учебном рейде, и раздумывала о том, стоит ли предупредить их об опасности. Здесь, конечно, не было монстров, однако тренировочная площадка была построена по всем законам настоящего подземелья, а целью учащихся было найти из него выход. И вот они добрались до стартового моста, перекинутого через ущелье. Когда другие охотники беззаботно поднялись на мост, Хичин заметила, как в его конструкции что-то прогнулось. Просто прогнулось? Они такие тяжелые были, что под ними конструкция прогнулась? Досье второе. Перед чем нельзя устоять. Хичин с детства обладала невероятным чутьем. Она с легкостью подмечала даже малейшие детали, и предчувствие редко ее подводило. Впрочем, иногда это все же случалось. Да и, честно говоря, в большинстве случаев было невозможно узнать, ошиблась она или же оказалась права. Ведь, предупредив других о своем дурном предчувствии, она могла сберечь их от опасности. Но раз с ними в итоге ничего не случилось, она никак не могла доказать, что это именно ее инстинкт помог всем спастись. Это она сейчас рассказывает о прошлом, то, что случалось до этого события на тренировочной площадке. А вот Хичин и решила, что будет отныне оставлять свои предчувствия при себе. И будь что будет. Это же их судьба, а все знают, что если пойти ей наперекор, то можно оказаться в еще большей опасности. Да, странные, конечно, взгляды, такие, я бы сказал, эгоистичные. Третье. Выживший стажер. В этот раз она поступила точно так же. Товарищи призывали ее не отставать, потому что хотели получить дополнительные очки за безопасное прохождение подземелья всеми участниками. Но Хичин лишь молчаливо покачала головой, четко дав понять, что никуда не пойдет. В конце концов, все смирились с тем, что дополнительных очков им не видать, и начали переправляться через мост без нее. Поначалу все шло хорошо, однако стоило ученикам добраться до середины моста, как он с грохотом обрушился. Пока охотники, постановая и кряхтя, отряхивались от пыли, наблюдатели записали их в погибших и сняли с экзамена. Так это была специальная ловушка. А я думал, там конструкция прям под ними прогнулась из-за тяжести. Досье 4. Выживший в роковом происшествии. Поскольку Хичин не стала пересекать мост, ей удалось сдать экзамен с отличием, и сразу же предложили принять участие в настоящем рейде, который должен был пройти после следующей тренировки. Холодные взгляды и перешептывания за спиной стали вечными спутниками Хичин, но она не реагировала на провокации. А что еще ей оставалось делать? Даже объясни она в подробностях, как работают ее способности, едва ли кто-нибудь поверил бы ей. У нее просто хорошие инстинкты, вот и все. Однако после случая на снежной вершине она все же решила делиться с другими своими предчувствиями, даже рискуя остаться непонятой. Ведь она больше не хотела, поджав хвост, бежать из подземелья, даже не имея возможности забрать тела своих товарищей. Во всяком случае, девчонка одумалась. Это молодец. Так,
Хейсика мы точно читали с вами. Точно читали Сонли и Чон. О, Ким Чхоль, вот его точно не было. Ну-ка, гляну. Нет, не было. А, тут еще костюмы есть, а у тебя костюмы не открыты. А, костюмы есть только на 2 персонажей вроде бы на данный момент. Ну, может, ошибаюсь, честно говоря, не проверял. Так, это у нас танк, владеющий светом. Это тот, который зазнавался, что ли? Из него мы, по-моему, тень хорошую сделали. Гильдия Белый Тигр, Ким Чхоль. Корея. Аранг. Мужчина, 25 лет. Выдающаяся физическая подготовка, внушительные защиты и выносливость. Новый охотник гильдии Белый Тигр отличается непреодолимым стремлением к успеху. Уверенность в собственных силах сделала его самовлюбленным и эгоистичным. Так, досье 3 штуки. Первое. Неудачи не существует. Интересно, они досье потом будут дополнять или это так и останется? Может ли кто-нибудь сказать, что никогда не допускал ошибок? Это непростой вопрос, который может многих поставить в тупик. Многих, но только не Чхоля. А какого правильно? Ким Чхоль или... Пускай будет Чхоль, черт с ним. Я никогда не допускал ошибок. У Чхоля с детства были отличные физические данные, и он перепробовал множество видов спорта. Впрочем, ему так и не удалось прославиться ни в одном из них. Уж больно мало он ими занимался. Все дисциплины казались ему слишком легкие. Окружающие его люди полностью разделяли его мнение. Все было очевидно, но мальчик очень талантлив и имеет большой потенциал. Если будешь регулярно тренироваться, станешь выдающимся спортсменом в любой области. Он был вполне согласен и считал, что если захочет, то обязательно станет звездой. Зазвездился друган. Рождение звезды. Оставалось найти вид спорта, достойный его талантов. Чхоль перепробовал множество дисциплин в попытке найти что-то себе по душе и в результате остановился на легкой атлетике. Он считал, что только здесь можно по-настоящему узнать, на что способно твое тело. Как и ожидалось, он быстро достиг вершин в этом спорте. Но во время соревнований он часто оглядывался на бегущих за ним неудачников и думал: они мне и в подметке не годятся, они уже явно достигли своего потолка и лишь зря тратят время. Не хватает подписей, зря тратят мое время, уж в его-то случае. Доказав свое превосходство, уверовавший в свой талант от Бога, Чхоль вскоре ушел из легкой атлетики. Он жаждал новых испытаний, жаждал большей славы и признания. Досье 3. Последний этап. И вот однажды он наконец-то нашел то, что искал. Пробуждение охотника Аранга. Многие гильдии предлагали ему заманчивые контракты. Он взвесил все варианты и выбрал гильдию Белый Тигр. Тренировки для новичков Белого Тигра оказались до безумия скучными. Чхоль заявил, что готов сразу принять участие в высокоранговых рейдах. Но представители гильдии выступили против. Это шло вразрез с их правилами. Надо было лишь пройти обучение, а потом уже ему ничто не помешает добиться выдающихся результатов в рейдах и завоевать популярность на уровне охотника С-ранга. Чхоль вспомнил Пака Чонсу, который возглавлял крупную гильдию, хотя сам был всего лишь охотником А-ранга, и отправился к вратам С-ранга, чтобы испытать полученные навыки на практике. Врата привели его на заснеженное поле, над которыми свирепствовал лютый буран, а единственным, кто его там встретил, был ледяной эльф, прозванный ледяным убийцей. Я думаю, все-таки подробности будут тут, но я их просто прощелкивал, которые открывались, я их не читал, не вникал. Поэтому поизучаем вместе. Так, Сансик.
Был ли у нас Сансикс? Читали ли мы его? Вроде не читали. Блин, не помню. Ну, если читали, уж извините. Но прогляну-ка еще раз. Значит, это у нас танк, владеющий воздухом. Ким Сансик. Корея. Д-ранг. Мужчина. 38 лет. Главное умение – неплохая физическая форма. Фехтование. Когда-то он бросил свой отряд во время рейда и сбежал, испугавшись оставить семью без кормильца. Всегда ставит выживание превыше заработка. Ну, в принципе, правильный подход, жизнь дороже. Так, 3 досье. Досье первое. Покойник. 4 года назад Ким Сансика объявили погибшим. Тех, кому не удалось покинуть врата до закрытия, Лига Охотников считает пропавшими без вести, хотя все знают, что пропасть без вести все равно, что погибнуть. Тот рейд был непростым. Когда Сансик и его отряд наконец-то выбрались из комнаты босса, целитель Д-ранга Чонха потерял сознание. Судя по кровоточащему носу, он переборщил с последним заклинанием. Сансик замялся, подземелье начало вибрировать, значит, оно скоро закроется. Сансик завалил Чонха на спину и дал остальным знак уходить. Сколько отсюда до выхода, он подумал. Сансик сосредоточился и побежал, но к тому моменту он был уже полностью измотан. Да и вес Чонха не упрощал ситуацию. Ноги Сансика стали подкашиваться. Еще немного. И вот, когда перед ним замаячил яркий свет выхода, глаза Сансика сомкнулись. В смысле, сознание потерял? Или просто вырубился? Говорит, бежал, все, уснул, пойду тут посплю, отдохну. Досье второе, 2 правила. По-любому с выживанием. Он очнулся далеко не сразу. Синий свет разогнал тьму, и он почувствовал, как сквозь листья пробивается морось. А потом он услышал странный гул. Гудение в ушах вскоре переросло в какофонию, но даже сквозь нее он услышал кое-что знакомое. Печальный голос жены. Не осознавая, что сломал руку, Сансик побежал на звук. Так он сознание потерял из-за боли, что ли? Он никогда не забудет выражение ее лица, когда она его увидела. Он спас охотника Чона, но погиб, причинив жене невыносимую боль. Получив второй шанс, Сансик выработал для себя 2 правила. Первое – избегать опасностей. Второе – выживание важнее выручки. Он не знал, что ждет его впереди, но поклялся неукоснительно следовать этим правилам. Что-то я вот сейчас не догнал в описании. Он спас охотника, но погиб. То есть он умер. И получил второй шанс. То есть он переродился как наш главный герой, что ли? Или нет? А если переродился, что-то же должно было измениться. Как он? Умер и воскрес. Хилы не умеют воскрешать мертвых. Непонятная загвоздочка тут, ну да ладно. Досье третье. Цена выбора. Человеческая память штука неустойчивая. Лишь взойдя на алтарь храма Картенона, Сансик вновь вспомнил о выработанных им правилах. Он не может погибнуть, оставив жену и детей. Как он мог забыть? Только сейчас он осознал, что доверил свою жизнь слабейшему оружию человечества. Сансик с тоской наблюдал, как еще 2 охотников покидают группу, а дверь закрывается за их спиной. Он вспомнил лицо жены, узнавшей, что он жив. Но если он сбежит, оставшиеся охотники точно погибнут. Что бы он ни сделал, ему так или иначе придется заплатить. И все же он выбрал свою семью. Когда он вновь встретил их, кого оставил на верную смерть, то понял, что пришло время платить по счетам. Сансик решил, что первым шагом к искуплению вины будет извиниться перед Соном. Однако судьба обошлась с ним жестоко, его первый шаг к искуплению также стал для него последним. Ну да, его подрезал наш дружище, вот этот вот дядя. Так, следующий персонаж. Ли Чухи. Целитель, водная стихия. Лига охотников. Ли Чухи. Корея, Б-ранг, женщина, 22 года. Главное умение — лечебное заклинание, магия, усиление. Особое примечание.
Охотница, которая боится монстров. Она никогда не хотела становиться охотницей, но после уговоров у Чинчхоля начала участвовать в рейдах низкого ранга. Ох и ёшкин свет. Много на нее. Смотрим. Досье 1. Июльский день. Это случилось 4 года назад, когда июльская жара била все рекорды. Личухи, которая как раз отдыхала в деревне, отправилась в свою ежедневную прогулку. Размеренная, неторопливая прогулка помогала ей привести мысли в порядок. Она любовалась знакомым видом, а с восторгом подмечая малейшие перемены в окружающем пейзаже, характерные для этого времени года. За это она и любила загородные прогулки, но по какой-то причине в этот день ей захотелось сойти со знакомого пути. Словно направляемая невидимой рукой, Чухи углубилась в чащу леса. Там, в зарослях, она увидела вихрь синего света. Эти врата были не больше тех, что Чухи видела в новостях, но от них исходила какая-то жуткая и опасная энергия. Досье 2. Синие завитки. Это были дикие врата. Дрожащими руками Личухи набрала номер Лиги Охотников, чтобы сообщить о находке. Девушку переполняли эмоции, тревога от того, что она не знала, когда появятся монстры, и радость от того, что она увидела врата и их завораживающий свет. И тут ей вспомнились правила поведения при обнаружении врат, которые она недавно читала. Там говорилось, что врата в сельской местности считаются наименее приоритетными. Опасаясь прорыва подземелья, Чухи решила не ждать Лигу Охотников и организовать эвакуацию местных жителей. Досье 3. Приступ тревожности. Селяне прекрасно помнили репортаж о рейде на острове Чеджудо, который транслировали на всю страну, поэтому принялись быстро собирать вещи. Личухи также позаботилась о том, чтобы вести дошли до всех, от работников на полях до тех, кто поехал в соседний город. Сделав все, что было в ее силах, она наконец вернулась в бабушкин дом. Она уже упаковала вещи для всей семьи, как вдруг ее пронзила тревога. Она за весь день нигде не видела своего двоюродного брата. Чухи вспомнила, что брат рано утром пошел с друзьями на рыбалку. Досье 4. Плохое воображение. Девушка обежала всю округу, но ни у ручья, ни на рисовых полях их не оказалось. Пытаясь понять, где еще дети могли рыбачить, Чухи вспомнила, что слышала звук бегущей воды недалеко от того места, где обнаружились врата. Если случился прорыв подземелья, воображение Чухи рисовало ужасные картины. И вот, вернувшись в лес, она стала свидетельницей кошмара. Прямо перед вратами стоял Человек-волк и принюхивался к поискам добычи. Зажав рот рукой, Чухи быстро спряталась, лихорадочно соображая, что делать. Вдруг раздался крик, который вывел ее из ступора. Человек-волк скрылся, но Чухи увидела его огромные следы, ведущие к ручью. Досье 5. Пробужденные умения. Чухи поспешила следом и, увидев на земле тела детей, сразу узнала затылок брата. Человек-волк уже успел покинуть это место. Ее брат отчаянно хватал ртом в воздух. Не зная, что делать, Чухи зажимала руками раны мальчика, пытаясь остановить кровотечение. И вдруг они начали затягиваться. Но, несмотря на это, состояние брата ухудшалось, его дыхание становилось все слабее и слабее. Чухи подхватила его на закорке и побежала вниз по склону. Добравшись до деревни, она заметила вооруженных охотников и представителей Лиги, стоящих над обезглавленным Человеком-волком. Досье 6. Что случилось тем летом? Охотники бросились к ее брату. Когда их лица помрачнели, сердце Чухи замерло. А возможно, она и так все знала, заметила, что больше не чувствует на шее слабое дыхание брата, пока несла его, но отказывалась в это верить. Когда все закончилось, Чухи прошла собеседование, в ходе которого стало ясно, что она пробужденная. Однако смерть брата тяжким грузом легла на плечи девушки, и она отказывалась пользоваться своим даром. 3 года она подавляла воспоминания о том дне, о том, что случилось у деревни в лесу у ручья. Ровно до тех пор, пока к ней не пришел Чинчхоль. Ну, в принципе, понятно, почему она
постоянно впадает в ступор, когда видит монстров. Так, с Чухем мы закончили, этих ребят видели. Чинчхоля мы читали, Либону про ее логику тоже, Сочиу тоже. Остается 4 персонажа. Ну, погнали по порядку. Следующая у нас танцовщица, это у нас мечник, Свет, Чхахейн. Гильдия охотников, Чхахейн. Страна Корея. С-ранг, женщина, 23 года. Фехтование, подкрепленное силой света. 9-я охотница С-ранга в Южной Корее и заместительница главы гильдии охотники. Благодаря обостренному обонянию может чуять чужую магическую силу. Ну, в принципе, 5 досье у нее. Досье первое. Хейн была подающей надежды легкоатлеткой и стабильно занимала первые места. Она постоянно ставила новые рекорды, а разошедшие по интернету видео соревнований помогли ей завоевать такую известность, что даже далекие от легкой атлетики люди знали, кто она. Однако повышенное внимание тяготило юную спортсменку, ведь ее интересовала не слава, а новые испытания и рекорды. Ей не нужно было внимания, чтобы одержать победу. Более того, оно могло ей даже навредить. Досье второе. Непоколебимость. Как бы то ни было, люди продолжали следить за каждым ее шагом, и это превратило жизнь Хейн в кошмар. Любые брошенные вскользь фразы и малейшие ошибки тут же становились достоянием общества. И будто этого было мало, о ней начали ползти слухи, которые зачастую не имели ничего общего с реальностью, впрочем, как и обычно. Приятная внешность сделала ее объектом пересудов у тех, кто даже ни разу не видел ее вживую. Но это еще не все. С одной стороны, она добивалась значимых побед на чистом энтузиазме и страсти. Но с другой, несмотря на все ее старания и достижения, ее нередко критиковали анонимы. Но даже это не сломило Хейн. Стремление к первенству и стойкость помогли ей двигаться вперед. Впрочем, она порой принимала неверные решения, потому что не могла остановиться вовремя. Досье третий. Единственный вариант. Это случилось, когда она была в средней школе, в первом раунде отборочного тура первенства страны по легкой атлетике, который вполне мог стать для Хейн последним. Она повредила лодыжку. Может, лучше остановиться? Оказавшись перед выбором, она решила идти до конца. Это позволило ей принять участие во всех запланированных забегах, но без привычных высоких показателей. Травма лодыжки оказалась тяжелее, чем она думала, из-за чего девушка была вынуждена потратить почти год на восстановление. В конце концов, Хейн, которой так и не удалось добиться значимых результатов, ушла из спорта, и лишь тогда шумиха вокруг нее стихла. Досье четвертое. Необратимость. Хейн всегда мечтала о карьере бегуна и сожалела о том, что произошло в тот день. Прими она иное решение, и, возможно, она бы смогла продолжить заниматься бегом. Когда ее начали обгонять молодые спортсмены, Хейн вновь почувствовала непреодолимое желание бежать. Но и тут травма дала о себе знать. Ее показатели были куда хуже тех, к которым она привыкла. Но она все не унималась. Так она вновь оказалась на стадионе. Досье пятое. Знакомое место. На поле не было ни души. Хейн встала у края дорожки, закрыла глаза, вспоминая времена, когда могла бегать сколько душе угодно. Какое-то мгновение вся она была напряжена до предела. Уши, глаза, ноги. В юности, едва услышав сигнал, она тут же срывалась с места и мчалась к финишу. И лишь достигнув его, она замечала радостные крики зрителей, от которых звенело в ушах. Ее переполняло чувство удовлетворения от того, что она выложилась на максимум. Она чувствовала себя живой. Хейн медленно открыла глаза, присела и приняла стойку. Почему-то ей казалось, что в этот раз все пройдет идеально.
Ее наполнила непонятная энергия, будто идущая из самого сердца. Такого она раньше не чувствовала. Она побежала, не жалея сил. Достигнув цели и оглянувшись, она увидела нечто совершенно немыслимое. Там, где она пробежала, в земле остались глубокие ямы. Она поняла, что ей больше не суждено быть спортсменкой, и ее жизнь перешла на другую дорожку. Так это вот у тебя пробуждение какое было. Ну ладно, непонятно про следы, конечно. Так, следующая наша подруга. Алисия Бланш, маг воды. Ох, и 6 досьешек. Гильдия Юстиция. Алисия Бланш, Франция, С-ранг, женщина, 21 год, магия льда. Глава лучшей французской гильдии Юстиция, в народе ее прозвали Ледяной ведьмой. Симпатичная ведьмочка. Досье первое. Бег в одиночку. О, то что ли спортсменка. Когда богатый француз Матео Бланш пробудился охотником С-ранга, повсюду в мире уже 3 года как открылись врата. Когда стали известны безграничные возможности камней сущности, гильдии, по сути, перестали отличаться от компаний. Будучи бизнесменом, Матео сразу понял, какие возможности открыло перед ним пробуждение, и основал гильдию Астрея. Он не жалел денег на поиски опытных охотников, и через 2 года Астрея стала величайшей гильдией во Франции. Было непросто, но Матео Бланш не сдавался. Следуя философии «не прячься, сражайся честно», он не скрывал свою силу, лично участвуя в большинстве рейдов. Его гильдия нередко сталкивалась с обвинениями в монополизации камней сущности. Однако он умел все выставить своих охотников героями, сводя на нет все жалобы. Французы боготворили охотников, потому что те рисковали жизнью ради того, чтобы обычные люди жили в мире. Все шло именно так, как хотел Матео Бланш. Досье второе. Новая путеводная звезда. 5 лет спустя к Астрее присоединилась новая восходящая звезда. Матео Бланш намекнул, что ему пора на пенсию и что ему на смену придет его старшая дочь Алисия. Он сразу же начал учить ее, как управлять гильдией и противодействовать попыткам других гильдий поднять Астрею под себя. Осталось только показать общественности, что Алисия – настоящая героиня. Алисии некомфортно было оказаться в центре внимания, но она смирилась с судьбой. Пользуясь благами жизни, которую обеспечил ей отец, она знала, что рано или поздно за них придется платить. Досье третье. Ее первый рейд. После пробуждения Алисия овладела магией льда. Мороз, исходивший от ее пальцев, сковывал всякого, кто представлял для нее хоть малейшую угрозу. Общественность была без ума от новой знаменитости. На нее возлагали все больше надежд, и люди с нетерпением ждали ее первого рейда. Когда Алисия была полностью готова, она сделала первый шаг в подземелье. Это было подземелье низкого ранга, так что рейд прошел как по маслу. Группа Алисии легко разделалась с боссом и быстро покинула врата. Но настоящий рейд только начинался. Неизвестный враг принялся атаковать Алисию и членов ее группы. Охотники были уверены, что убили босса. Об этом также свидетельствовало и то, что врата были готовы закрываться. Алисия не понимала, что происходит, пока не услышала голос отца. Матео кричал, чтобы она покинула врата, пока те не закрылись, однако перед лицом творящегося ужаса Алисия впала в ступор. Видя, как враг раскидывает ее товарищей, она поняла, что это конец. Алисия закрыла глаза, сжала кулаки и прошептала: «Пожалуйста, пусть это будет всего лишь сон». Досье 4. Ледяная ведьма. Придя в себя, Алисия не поверила своим глазам. Враг, который напал на ее отца, был замурован в стене льда. Его глаза были полны боли, а вместе с ним оказался заморожен и весь ее отряд. Тот день унес жизни отца Алисии и ее друга детства Матиса, которого она также и уговорила пойти в рейд, а также большинство охотников величайшей гильдии во Франции.
Блин. Стой. Врага она, то есть, заморозила. Вместе с отцом. Отец умер. Получается, убийца тоже? Алисия единственная осталась в живых, поэтому ей никто не верил. Наоборот, ее обвинили в том, что она никого не спасла. За то, что она разрушила все, что создал ее отец, Алисию прозвали Ледяной ведьмой. Ее прежней жизни пришел конец. Так это и... Вот из-за чего она Ледяной ведьмой обзывается. Досье 5. Неожиданные новости. Она жила дальше из одного лишь чувства долга перед погибшими, пока до нее не дошли неожиданные новости. Трагедия, в результате которой погиб весь ее ударный отряд, повторилась. Она сразу же отыскала статью об этом случае. Текст был посвящен тому же врагу, который забрал у нее все. Таинственный преступник появлялся в разных уголках Европы и нападал на отряды крупных гильдий. Он объявился в подземелье после окончания рейдов, убивал всех охотников, а затем загадочным образом исчезал. То есть, погоди, если врата снаружи охраняют, то как он выходил из врат, когда они закрывались? Или он прям там и оставался? То есть можно внутри врат как-то перемещаться? Досье 6. Юстиция. Алисия перестала быть просто выжившей, у нее появилась причина жить в полную силу. В тот роковой день преступник оказался замурован в стене льда, но если ему удалось спастись и бежать, если все это происходило потому, что она его не прикончила, то она была отчасти виновата в смертях других охотников. Впервые в жизни у нее появилась цель – найти преступника, узнать правду и призвать его к ответу. Она затаилась, пока не нашла того, кто мог направить ее. Алисия в точности выполнила инструкции наставника и вернула гильдии былую славу. Чтобы выйти из тени отца, она переименовала гильдию из Астреи в Юстицию. Она выследила преступника и расставила сети, однако ожидание тяготило ее. Но когда ей казалось, что она больше не выдержит, наставник успокаивал ее. «Когда все закончится, ты сможешь забыть о прошлом». Голос наставника придавал Алисии сил. Она знала, что сможет довести дело до конца. Да уж, интересная история. С новыми персонажами история, я что заметил, все больше и больше становится. Поначалу у ребят что-то как-то было мало всего описано. Так, дальше у нас Тонсу. Трепет. Так, гильдия падальщики. Хван Тонсу. Страна США. С-ранг. Мужчина, 32 года. Выдающаяся физическая подготовка. Он был 8-м охотником С-ранга в Корее, но переехал в США и вступил в американскую гильдию падальщики. У него плохие отношения со старшим братом Тансоком. То есть натворил делов в Корее и свалил в США, что ли? 4 досье. Досье 1. Измена. Тонсу был 8-м охотником С-ранга в Корее. Он отказался вступить в одну из местных крупных гильдий и предпочел американских падальщиков, за что многие обвинили его в предательстве родины. В день вылета репортеры собрались в аэропорту, чтобы расспросить Тонсу о причинах, побудивших его покинуть Корею. Тонсу прошел было мимо них, но остановился и какое-то время молчал, собираясь с мыслями. С тех пор, как я стал охотником С-ранга, я ничего не получил от Лиги охотников Кореи. Уходя, Тонсу добавил через плечо. Они только совали свой мерзкий нос в мои дела. Но это объяснение не удовлетворило общественность, и люди начали строить собственные теории. Охотники С-ранга были драгоценным ресурсом, так что во внимании Лиги охотников не было ничего необычного. Впрочем, было еще кое-что. Так, что там еще было? Как использовать пробуждение? Ну, в его случае, наверное, нехорошо использовать. Тонсу и его брат Тансок имели дурную репутацию. На их счету было немало преступлений, включая мошенничество, кражи и насильственные действия. Пробуждение могло случиться с кем угодно, даже с преступником. В этом не было ничего необычного.
Но вот когда рецидивист оказывался охотником С-ранга, да уж, печально. Существовал риск, что такой человек использует сверхспособности ради собственной выгоды. Попав под подозрение Лиги Охотников, Тонсу впал в ярость и решил перебраться в США. Косячил и спалился. Третье. Ложные желания. Он и брату предложил уехать. Тонсу убежал, что с ним Тансока, охотника С-ранга, примут в любую крупную гильдию, что они смогут вместе ходить во врата высокого ранга. Но Тансок отказался, никто не знает почему. Со стороны казалось, что у братьев очень близкие отношения, они везде появлялись вместе. Но, несмотря на внешнюю идиллию, братья не питали друг другу теплых чувств. Когда же испортились их отношения, Тонсу вечно оставался в тени братом. Тансок был мозгом операции, так что Тонсу пришлось стать мускулами. Когда смерть родителей толкнула Тансока на скользкую дорожку, тень, накрывшая Тонсу, стала еще мрачнее. Стремление затмить брата вынуждало Тонсу совершать все более ужасные поступки. Братья постоянно мерились преступлениями, словно достижениями в спорте. Статья 4. Трепет. Тут быть что-нибудь про его пробуждение. Когда появились врата первые пробужденные, Тонсу все еще не мог превзойти Тансока. Когда Тансок стал пробужденным С-ранга, в поздравлениях Тонсу возникло отчаяние. Это как понять? Вот. Он тоже жаждал пробудиться, но не чувствовал в себе манны. Получив способности, Тансок обнаружил новый способ заработка, который, однако, не подходил Тонсу, ведь тот не мог войти во врата. Тонсу казалось, что брат смотрит на него с жалостью. И тогда Тонсу впал в ярость. Он знал, что непробужденные не могут войти во врата, но все равно проследовал за братом. Оказавшись перед вратами, в которых исчез брат, он почувствовал в себе какую-то новую силу. Она была великолепна. Вступив во врата, Тонсу понял, что тоже пробудился. Когда у него определили С-ранг и небывалый уровень магии, Тонсу задрожал от восторга и сжал кулаки. Впервые в жизни ему удалось превзойти Тансока. Зашел брата. Так погоди, он был непробужденный, а когда вошел во врата, пробудился? Так если это так происходит, то что там, народ вообще не начал бегать во врата и пробуждаться? Там же почти все этого хотели. Так, ну и все, и эту подругу мы смотрели уже. Тебя будем смотреть на 80 уровне, потому что нам нужен 80 уровень, чтобы открыть полностью всю историю. Ну, вот и все. Продолжим в следующей серии тогда смотреть их сюжеточки. То есть вот эти вот архивы охотников. Тут мы просмотрели вроде одного или двух, не помню точно, но гляну. И посмотрим всех остальных. Так, спасибо, что оставались со мной до конца. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и новые игры. Но с вами надолго не прощаюсь. Удачи в игре и реале. Пока.